Приветствую вас, дамы и господа, Дрю на связи, и перед полноценным уходом в отпуск я бы хотел обсудить с вами одну весьма непростую тему. Сегодняшний ролик по-хорошему стоило бы отдать на откуп какому-нибудь научно-популярному каналу с упором на социологию, но все-таки это касается в том числе и нас, потому что я бы хотел поговорить о взаимосвязи так называемой толерантности с видеоигровой индустрией. Я думаю, ни для кого не секрет, что разнообразные явления, возникающие в культурной, социальной или политической сферах общества, неизменно влияют на художественные произведения, будь то фильмы, книги и видеоигры. И дело здесь даже не в том, что есть какой-то невероятный цензор, который сидит и приказывает: «Слышь, ты вот сделал немедленно что-то остросоциальное, политически актуальное и пропагандистское». Дело скорее в том, что авторы художественных произведений, будь то писатели, художники, геймдизайнеры и музыканты, являются почти всегда плодами своей сферы, культурной или политической. Все мы помним прошлогодний инцидент с Mass Effect Andromeda, которую делали ребята из BioWare Montreal. Когда я говорю о них ребята, я имею в виду все вот это вот многогранную, многообразную толпу людей, которая пыталась разработать эту игру. И на выходе мы получили далеко не лучший продукт. Одной из причин называлось следующее. Вместо того, чтобы брать на работу профпригодных людей, людей компетентных, руководство BioWare Montreal решило поставить некий эксперимент и дало некоторую квоту людям из социальных меньшинств. К чему это привело, мы все с вами прекрасно знаем. Однако, если вы внимательно меня слушали, то могли заметить, что я не говорю о просто толерантности. Я говорю о некой так называемой толерантности. Потому что то социально-культурное явление, которое оказало свое влияние на работу студии BioWare Montreal, толерантностью как раз не является. Давайте договоримся о терминах. Чтобы не наврать, я прям зачитаю. Толерантность – это социальный термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не обязывает вас любить иное мировоззрение или иной образ жизни. Под толерантностью ни в коем случае не подразумевается уступка, потворство или снисхождение. Речь именно о безразличии к атрибуту. Вы не принижаете, но и не превозносите человека, который неким атрибутом обладает. Под этим атрибутом я могу подразумевать его религиозную принадлежность, цвет его кожи, вкусовые предпочтения, не знаю, его рост, внешние данные, сексуальную ориентацию, все что угодно. Толерантность — это не превознесение, это не попытки пойти на уступки, это именно игнорирование этого атрибута, и это очень важно понимать. С точки зрения некоторых бинарно мыслящих индивидов, толерантность, она либо есть, либо ее нет. Как бы с их точки зрения есть только две крайности. В одной мы боремся за духовностью, там, скрепы, чтобы вот это все, вот наша культурная основа, чтобы ничего ее не порушило. А если этого не делать, то сразу непременно пидорги заполонят всю планету. Ну это как пример. Заполонили планету. К сожалению, для некоторых людей, которые не любят думать, такое явление, как толерантность или социальные взаимоотношения, устроено несколько сложнее, чем бинарно. Оно не черно-белое. Стоит говорить о некой степени толерантности. Сколько же степеней толерантности существует? Ну, на самом деле довольно много. Это такой градиент от ультимативной, невероятной, полной нетерпимости и ненависти до всепринятия, тотального снисхождения и всенародной любви. Однако на этом градиентном поле можно отметить несколько очень важных эпизодов, фрагментов, кусков. Итак, как мы уже поняли, толерантность — это не переключатель, который бывает в двух положениях, включено и выключено. Это нечто сложное, градиентное. Давайте вообразим вот эту вот шкалу общественного отношения к какому-либо признаку или атрибуту. Это очень важно. Какой-либо признак или атрибут может быть неприемлем, презираем и ненавидим. Это один вариант. Какой-либо признак или атрибут может не вызывать ровно никаких эмоций у людей. Вот просто вот никаких абсолютно. И, наконец, этот признак может быть превозносим, любим, давать человеку некие поблажки и так далее. Как же называются три этих степени отношения к какому-либо признаку или атрибуту? Первое — это классическая дискриминация. Ну, как, например, дискриминировали негров во времена американского рабства. Их ущемляли в правах, с ними делали все, что хотели. Это крайняя степень ущемления, это крайняк вообще. Можно привести пример отношения к гомосексуалистам в консервативных странах с так называемой традиционной системой ценностей.
где таких людей как минимум не слишком любят, презирают и так далее. Что касается толерантности. Толерантность — это как раз равнодушие к определенному признаку. Под толерантностью понимается отсутствие какой-либо ярко выраженной реакции на этот признак. Не какая-то любовь или ненависть, а отношение, как будто этого признака, собственно, и нет. Я сейчас приведу несколько примеров для лучшего понимания. Ну и, наконец, антонимом дискриминации является позитивная дискриминация. Позитивная дискриминация — это то, что принято называть у нас толерастией. Еще раз подведем краткое саммари. Дискриминация — это негативная предвзятость к какому-либо человеческому атрибуту. Толерантность — это безразличие к какому-то человеческому атрибуту. А позитивная дискриминация — это превознесение, снисхождение к какому-либо человеческому атрибуту. Важно понимать, что сами по себе явления дискриминации или толерантности не имеют никакого морального окраса. Дискриминация — это просто дискриминация. Толерантность — это просто толерантность. Это само по себе не хорошо и не плохо. Моральная оценка дискриминации и толерантности появляется только в тот момент, когда мы называем конкретный атрибут, который мы дискриминируем или к которому мы толерантны. Я понимаю, что это сложно, но надо соображать. Смотрите. Дискриминировать преступников, насильников или педофилов — это скорее хорошо. Дискриминировать людей, которые, скажем, низкорослые, скорее плохо. Относиться терпимо к людям, которые предпочитают употреблять в пищу какую-нибудь экзотическую африканскую еду, при этом выглядит довольно нелепо, это в принципе нормально. Относиться терпимо к коррупционерам — это скорее плохо, заметьте. Сами по себе явления не несут никакого оттенка, никакой коннотации до тех пор, пока мы не говорим конкретно, что мы дискриминируем или к чему мы относимся терпимо. Это очень важно понимать. Предположим, вы принимаете на работу человека, кого бы то ни было, но в данном случае разработчика компьютерных игр, художника, сценариста и так далее. И здесь могут быть три возможности. Если вы действительно по-настоящему толерантны, вы исключите из рассмотрения при приеме на работу некоторые атрибуты, которые касаются внешности, каких-то предпочтений, мировоззрения человека, и будете оценивать по большей части его умение работать в команде, социальные навыки и первостепенно, конечно же, компетентность. То, насколько хорошо он работает, будет иметь для вас наивысшее значение. Если вы дискриминируете человека в негативном ключе, то вы не примете его на работу, если у него есть определенные атрибуты, которые вам неприятны. Например, вы не любите карликов. И вы такие смотрите, приходит к вам такой Питер Динклэдж и говорит: хочу работать актером озвучания над вашей потрясающей Mass Effect Andromeda. А вы берете и говорите: Питер, ты не очень компетентен, а про себя вы думаете: господи, карлики, это так страшно, мне не приходили во снах, они такие опасные ребята, я боюсь карликов. Ужас, ужас, это в нашем культурном слое это неприемлемо быть карликом, это ужасно просто. Другой случай, антонимичен этому, это когда вы принимаете человека на работу, не исходя из его профессиональных навыков, а рассматривая в основном то, какими атрибутами он обладает. И это случай как раз BioWare Montreal, когда на работу приходили люди, имели довольно среднее резюме, я не говорю, что там были совсем не ахти какие разработчики, они имели довольно среднее резюме, но их брали ради того, чтобы выполнить квоту на чернокожих, на гомосексуалистов и так далее. Вы понимаете, это не толерантность, это позитивная дискриминация. Так что все-таки следует понимать, то, чем занимаются так называемые борцы за социальную справедливость, более известные как СЖВ, не является борьбой за толерантность или равноправие. Ну, точнее, они маскируют то, что они делают, а то, что они делают, это очевидная позитивная дискриминация в пользу некоторых социальных меньшинств. То, что они делают в основе своей, это попытка добиться власти и привилегий, прикрываясь борьбой за равноправие. И тут происходит забавнейшее явление. Ну, точнее, оно было бы забавным, если бы не было таким печальным. Мы потребляем продукты западного инфополя, наши замечательные игровые издания перепощивают и перепродают вам их новости, переводя их и адаптируя. И поэтому нам здесь, находящимся в довольно консервативном обществе, которому бы не помешало только толерантности, кажется, что
их ценности, их позитивная дискриминация, их повестка культурная нам постоянно навязывается, и что это плохо, и что толерантности на самом деле много. И да, там на Западе позитивная дискриминация чрезмерна. Ее слишком много, она заходит слишком далеко, это правда. Она действительно влияет на создателей компьютерных игр, далеко не на всех. Не стоит везде видеть руку СЖВ, которая берет и заставляет геймдизайнера вот так вот: ну-ка добавь сюда гея, ну-ка добавь сюда лесбиянку, ну да, инвалида и чернокожего. Не стоит видеть это повсюду и повсеместно, но следует понимать, что мы живем здесь. И в России общество плюс-минус консервативно. Не так консервативно, как принято думать, но в достаточной мере. Там, на Западе, с этим действительно проблемы. Но мы почему-то очень близко к сердцу принимаем тамошние проблемы. Я знаю, сейчас филологи, конечно, это слово «тамошние» испытали, микрооргазм. Мы принимаем тамошние проблемы за свои собственные, близко к сердцу. Как будто это оказывает на нас прямое влияние. Опосредованно оказывает. Мы играем в их игры, безусловно, есть такое. Но все-таки стоит быть аккуратнее и понимать, где ты находишься локально и какое инфополе ты потребляешь. Инфополе у нас общее, безусловно, поэтому нам начинает казаться, это иллюзия. Еще раз на всякий случай повторю, что я не социолог и не претендую на научность. И меня задолбали люди, которые во всем, в каждом произведении искусства, от кинофильмов до игр, пытаются нащупать руку СЖВ. Как будто вот в каждую игру каждый негр, каждый инвалид и каждая лесбиянка были помещены не потому, что у автора такая социокультурная среда, не потому, что у автора есть какая-то художественная необходимость добавить в это произведение человека, который является представителем социального меньшинства, а потому что пришел жестокий цензор и сказал: немедленно добавьте сюда представителей социальных меньшинств. Нападки на некоторые игры действительно справедливы. Там с этим переборщили, там под этим нет никакой основы. Но что касается The Last of Us, мы пока не можем с точностью говорить, какая задумка стоит за этим. Насчет Элли там вообще история понятна. Ее сексуальная ориентация не является ни для кого секретом с 2014 года. Предположим, Элли хочет быть с другими девушками. Если это полностью является частью художественной канвы, в этом нет никакой проблемы. Она просто хочет, и все, это ее личное предпочтение. Быть толерантным — это значит смотреть сквозь это личное предпочтение. Даже если бы она была сыросексуалисткой, это бы разве что понизило уровень сопереживания, потому что, я, например, не люблю сыр настолько, насколько Элли его любит, но, предположим, для Элли это была бы причина пойти в войну, если бы у нее отняли ее любимый кусок. Какой у нас самый дорогой сейчас сыр, Стас? Какой-нибудь там Рокфор там дорогущий, у нее бы отняли, и она бы пошла войной драматичной. Мы просто бы не понимали, в чем причина, но это было бы довольно забавно. Речь о том, что толерантный человек смотрит на это типа: у каждого свои причуды. Он не устраивает мгновенную войну, он не говорит: я не куплю игру только потому, что там она целует девочку. И он наоборот не говорит: в этой игре девочка целует девочку, как это смело, как это правильно, поэтому я куплю игру. Нет, он смотрит на это чисто с точки зрения каких-то художественных аспектов. Имеет ли это смысл в художественном контексте или не имеет? В том же самом втором Вольфенштайне люди начали обнаруживать руку СЖВ. Только там это делало смысл, потому что в контексте борьбы с самыми большими дискриминаторами в истории имеет смысл все-таки выставить против них команду из социальных меньшинств. Это просто осмысленное решение. Здесь не обязательно искать руку СЖВ. Было бы странно, если бы против нацистов в альтернативной вселенной, где нацисты победили, сражались бы арийские белые мужики. Это было бы реально стрёмно. Это было бы глупо и не делало бы смысла. Наиболее дискриминируемые группы лиц борются против угнетателей во вселенной, в художественной вселенной, где угнетатели — это победивший нацизм. Это абсолютно делает смысл. Зачем здесь искать руку социальной справедливости? Зачем здесь искать какие-то глубокие леволиберальные подтексты? Нет, если вам нравится, некоторым людям нравится заниматься конспирологией, вперед, но у конспирологии есть один большой минус. Все конспирологические гипотезы, они внутренне логичны, цельны, жаль только, что они ничем не подтверждаются, и твердых доказательств тому, что они действительно правда, нет. Поэтому конспирология — это просто мыслительная жвачка в большинстве случаев. Какой вывод мне хотелось бы сегодня сделать? Несмотря на зримую простоту поднимаемой мной темы, на поверку она оказывается весьма и весьма сложной и комплексной, как, к сожалению, для многих и все в этом мире.
Не стоит пытаться искать на сложные вопросы простые ответы. Их попросту нет, а те, которые вы найдете, скорее всего, окажутся ложными. Та же самая великая теорема Ферма занимает в своей формулировке буквально 3 строчки, а ее доказательство заняло 198 страниц, если мне память не изменяет. То же самое касается взаимодействия социокультурных явлений и игровой индустрии, да и любого другого художественного пласта. К сожалению, эта тема не для одного видео, сколько бы оно ни длилось, а для ряда видео. И, возможно, если вам будет это интересно, мы на эту тему поговорим. Спасибо за внимание, с вами был Дрю. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать, чай не дураки. Если вы полностью поняли, о чем я сказал, то я искренне вами горжусь, вы клевые, вы классные, значит, у меня классная аудитория. И до скорых встреч! Пока, ребята!